Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку от производителя Deep Models в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим советский грузовой бортовой автомобиль ЗИЛ-130, который копирует прототип 1972 года выпуска. Эта модель появилась в продаже под конец прошлого года. Ее рекомендованная розничная цена варьировалась от 100 до 110 евро. Свой экземпляр я взял за 120, конечно, довольно большая сумма, но смотря с чем сравнивать. Обычно модели таких грузовиков в Европе продаются еще дороже. И этот грузовик, по большому счету, является перекрасом машины из первой партии, которая поступила в продажу еще в 2017 году. И в первой партии было представлено 4 варианта исполнения грузовых автомобилей, 2 с ранним типом решетки радиатора, 2 с более поздним. И из первой партии в свою коллекцию я взял газобаллонный ЗИЛ-138 и автомобиль, копирующий прототип 1983 года выпуска. А классический базовый грузовик с ранним типом решетки и автомобиль был окрашен в цвет морской волны не стал брать. Мне не очень понравилась схема окраски и решил взять вот такой классический каноничный грузовик в светло-голубом цвете. И здесь упаковка стандартного размера, темно-зеленая картонная коробка с логотипом Deep Models. На задней стороне упаковки есть схематическое изображение 2 советских грузовиков. И подобные машины тоже выпускались у данного бренда. Например, на семейство ЗИС и ЗИЛ-157 я делал детальные видеообзоры. Кому интересно, можете найти эти видеоролики на моем канале. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае. Есть наклейка с артикулом модели, по которому можно найти ее в интернете. Указан прототип, автомобиль бортовой, тип 130, прототип 1972 года выпуска. И эта модель меня порадовала. Например, если сравнивать данный грузовик с предыдущей моделью, которую я вам показывал немного ранее, и предыдущий грузовик был в варианте «Связь», у той модели были пятнышки клея, которые портили восприятие от автомобиля, и некоторые криво установленные детали. Здесь в этом плане все намного лучше, все детали аккуратно посажены в свои места, и нету каких-либо пятнышек клея и подтеков на лакокрасочном покрытии. Вот так выглядит данная масштабная копия. Она установлена на черный глянцевый подиум. При желании можно ее открутить от подставки, не буду этого делать. У меня модели все равно хранятся в больших закрытых коробках. И вот именно в такой схеме окраски мне и запомнились эти автомобили. Конечно, сейчас у нас не встретишь подобных машин на дорогах общего пользования, и эта техника, возможно, осталась разве что в каких-то музеях. Если посмотреть на детализацию кабины, то здесь все выше всяческих похвал. Отлично спроектирован салон, покрашено сиденье в коричневый цвет, также окрашено рулевое колесо, панель приборов, наклеена декаль, имитирующая разные датчики, кнопочки, ручечки. Также сделана обшивка дверей изнутри, обозначены краской рукоятки открытия дверей, ручки стеклоподъемников. У этого грузовика отдельные пластиковые ручки снаружи, и по большому счету это классическая базовая модель. Здесь просто установили регистрационные номерные знаки и логотипы предприятия на дверях автомобиля. И, по-моему, на машине из первой партии были дублирующие номера на бортах кузова. Здесь решили сделать их просто без каких-либо надписей. И у этого грузовика единственное замечание – это небольшие ореолы от клея на водительской и пассажирской подножке, но они тоже не так сильно бросаются в глаза. Как и у других грузовиков от Deep Models, у этой машины поворачиваются передние колеса, они установлены на шарикоподшипниках, отлично проработаны колесные диски, и на этой машине уже стоят другие покрышки. Также присутствует боковая маркировка, и в целом эта резина смотрится вполне прилично, но мне больше нравился первый вариант, который стоял на других грузовиках. Присутствует топливный бак, отлично проработан кузов, сделана имитация
волокон на деревянных брусочках. Также сзади на борту продублирован регистрационный номерной знак, установлены небольшие красненькие фонари. Также у этого грузовика есть сцепное устройство, оно должно быть рабочим. Открывается крюк, и как раз сюда можно установить небольшой прицеп. Правда, у Дипа нету прицепов, предназначенных для ЗИЛ-130. У них был прицеп 2 PM2, но он предназначен для ЗИЛ-157 и для полноприводных грузовиков ЗИС. Также, если посмотреть на переднюю часть, то здесь отлично проработана решетка радиатора. У нее приятный цвет топленого молока. Также хорошо смотрится осветительная техника. Присутствуют рассеиватели. Также, если приглядеться, проглядывают небольшие лампочки. Установлены буксировочные крюки сквозь решетки. Также можно увидеть радиатор охлаждения. Это деталь из фототравления. Окрашен спереди белой краской логотип ЗИЛ. Дворники из фототравления. И у этого грузовика интересно сделаны зеркала заднего вида. Они очень маленького размера. И это был характерный признак для ранних машин с ранним типом решетки радиатора. И также мне у этих машин очень нравится, как сделали брызговики под кузовом, и они держатся на маленьких ножках из фототравления. Также можно посмотреть, здесь присутствует запасное колесо. Окрашена выхлопная система и также окрашена нижняя часть двигателя. И давайте для сравнения вам покажу еще один каноничный советский грузовик. Это ГАЗ-53, тоже модель от Deep Models. И это более раннее изделие, но если сравнить две масштабные копии, то отчетливо видно, что они сделаны по одному принципу. Например, кузова у них составные, борта — это одни детали, напольное покрытие — это вторая деталь, третья деталь — это нижняя часть напольного покрытия, и также здесь присутствуют ребра жесткости снизу, это тоже отдельная деталь. И составная кабина. Как у грузовика ГАЗ-53, так и у ЗИЛ-130 кабина состоит из нескольких частей. Крылья — это одна металлическая деталь, капот и кабина — это вторая деталь. Крыша – это пластиковый элемент, который можно менять на грузовиках. И решетка радиатора. Например, у ЗИЛ-130 два типа решетки радиатора, у ГАЗ-53 было 3 типа решеток. Это самый ранний, не очень удачная решетка, но вполне нормальная. Был более поздний и самый последний вариант. Решетки окрашивались в белый цвет и фары располагались немножко иначе. И у ГАЗ-53 тоже поворачивают передние колеса, они сделаны на шарикоподшипниках, отлично проработан салон, и здесь сделаны опущенные окошки, и из-за этого можно лучше посмотреть, что находится внутри. На дверных картах присутствуют отдельные рукоятки открытия дверей, также ручки стеклоподъемника, и здесь это отдельные детали, а на ЗИЛ-130 их уже просто обозначили серебристой краской, они отлиты вместе с дверной картой. Тоже установлены дворники из фототравления, просматривается радиатор охлаждения, точно такая же деталь из фототравления, как на грузовике ЗИЛ-130, тоже установлены регистрационные номерные знаки, и это грузовик просто окрашенный красным цветом, без каких-либо логотипов предприятий. И было два типа таких ГАЗ-53. Одни машины были чистые, без регистрационных номерных знаков. Вторые были с установленными номерами. И также на заднем борту присутствовали дубликаты. И мне больше нравятся такие варианты с регистрационными номерными знаками. Они как-то более реалистично выглядят.
И эти грузовики тоже повторяют настоящие прототипы. Во всяком случае, можно поискать фотографии в интернете. И давайте еще раз вам покажу ЗИЛ-130 и пишите ваши комментарии. Если у вас в коллекции хоть одна модель подобного ЗИЛа от Deep Models, в каком варианте окраски, довольны ли вы своей покупкой? Конечно, у большинства современных моделей сейчас большие проблемы с качеством покраски и сборки, но эта модель является исключением из правил. Очень доволен своей покупкой, возможно, в будущем еще приобрету различные варианты окраски этих грузовиков, потому что, повторюсь, на сегодняшний день это пока что лучшее исполнение 130-го ЗИЛа. И на втором канале я сделаю сравнительный видеообзор, и мы сравним данный ЗИЛ с более поздней моделью от Deep Models, и также можем ее сравнить с вариантами от Start Scale Models. И у меня в коллекции также есть старая модель от Ultra Models. Конечно, она не идет ни в какое сравнение с этим грузовиком, но просто можно их поставить рядом и посмотреть, как модели отличаются друг от друга, ведь это более поздний, более совершенный экземпляр, а модель от Ультры уже довольно старая, она, по-моему, даже снята с производства и была доступна в продаже 10 лет назад. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. И подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выходят интересные видеоролики. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.